Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке мы с вами будем плести сумочку шопер на конве рафией. Сейчас все подробно покажу, расскажу. В работе у меня вот такой наборчик идет в коробочке. Здесь канва, клеточки 4-5 миллиметров, то есть такие вот большие клеточки. Канва, донышко, ручки. Смотрите, какие интересные, красивые круглые ручки. И еще также в комплекте у нас идет, сейчас я вам все покажу. Это все в этом. Так, пришивная кнопочка. Здесь пукли, ножки, которые мы будем присоединять к донышку. Оно все такого золотистого цвета. Сейчас покажу поближе. Вот такие пукли, они на винтах, 4 штуки. И пришивная кнопочка. Также, что удобно, здесь есть иголочка, даже не одна. Здесь 2 иголочки, бирка пришивная и много маркеров. Это что касается вот этого наборчика с канвой. Также дополнительно нам понадобится рафия. У меня вот такая. Здесь в 200 граммах 240 метров. Да, что здесь? Артикулы на набор с канвы и на рафию я оставлю в описании под данным видео. Также нам понадобится еще крючок. У меня это номер 3. Изначально мы берем вот эти 2 детали, чтобы соединить их между собой. И смотрите, как отличить, где у нас лицо, где изнанка. С изнаночной стороны, вот если провести пальчиком, вот эта наша канва, она без выпуклости, она просто гладкая. Лицевая сторона канва, она такая более выпуклая. Так, то есть мы сейчас складываем 2 детали, изнанка с изнанкой, то есть мы по лицу их будем соединять, по лицевой стороне. Вот здесь у меня лицевая сторона и здесь внутри изнаночная, да. Просто вот так приложили, взяли небольшой отрез рафии. У меня сколько здесь будет? Ну, у меня сантиметров 100 будет. И начинаем с верхней части, то есть та часть, которая у нас более расширена. Я так начинаю. Просто иголочкой. И здесь сверху завяжем узелок. Завязали узелок. Вот этот хвостик, в принципе, можно сразу будет прятать. Я в верхнюю эту часть еще раз провожу рафию, чтобы ее закрепить. Вот и заодно скрепляется и хвостик. Да? И потом в каждую клеточку. Если есть такая необходимость, если у вас может другая рафия, такая более тонкая, можете в каждую клеточку по 2 стежка делать. У меня рафия, получается, она такая широкая, она захватывает сразу всю клетку. Вот, там, где частично вот так вот иголочка не пройдет, идем ниже, в цельную клеточку. Вот здесь можно сделать в одну клеточку 2 стежка. То есть, в принципе, вы сами это регулируете. Получается, соединяем с лицевой стороны. Вот, если показать, вот эта шершавая сторона, она у нас лицевая. Таким образом мы двигаемся прям вот сюда, где мы будем присоединять донышко. Смотрите, мы 2 детали сложили, они ровненько идеальные. Еще раз повторюсь, если клеточка съедается, то есть если здесь нет отверстия, мы идем в клеточку, которая ниже. И соединяем 2 детали. В конце покажу, как закрепить.
Итак, смотрите, вот остается у меня 2 клеточки. И последнюю клеточку я сюда сделаю вот несколько стежков. Вот так вот продеваем, чтобы сделать узелок. Еще можно один. Опять же делаем узелок. Все, закрепили вот эту рафию. Мы потом в процессе, когда будем оплетать саму сумочку, мы ее спрячем. Сейчас хвостик может здесь быть. И то же самое мы делаем с противоположной стороны. Опять же, делаем обрез размером 100 сантиметров, вполне достаточно. И начинаем точно так же соединять обе детали с лицевой стороны. Опять же, делаем узелок. Хвостик далее можно тоже вплетать сюда. Еще раз верхнюю клеточку сделаем, чтобы наша канва не ездила. Вот так. Все, и идем, соединяем каждую клеточку. Если иголочка проходит, то можно в эту, такую, которая угловая. Если нет, то в следующую, которая ниже. Прячем здесь хвостик и полностью оплетаем тоже вот эту сторону противоположную. Итак, прежде чем присоединить донышко к основной детали, смотрите, я вот эти штуки, которые у меня были, я их не обрывала. И просто между ними сосчитать у меня получается 12 клеточек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С одной стороны отметила. Раз, два, три, 4, 5, 6. То есть посередине отмечаю 2 клеточки. И с другой стороны шестую, и с этой стороны шестую. То есть, ну, по логике можно сказать, это средние 2 клеточки. С одной стороны. И с другой стороны я отмечаю их контрастной рафией. На самом донышке, смотрите, считаю вот эту вот, опять же, ну, беру, опять же, посередине 2 клеточки. Но если посчитать, то начиная вот с этой такой неполной клеточки, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, десятая, и с другой стороны десятая, да, всего их 20 здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, скажем так, средние 2 клеточки посередине и с противоположной стороны. И с короткой стороны, видите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Одну клетку отмечаем, четвертую. То же самое с противоположной стороны. Так, я сначала буду оплетать донышко. Так будет удобнее, потому что если присоединить само дно, то потом засовывать руку как бы вот во всю эту сумку не очень удобно. Поэтому я сначала оплету дно, а потом вам покажу, как присоединить само дно к основной детали. Скажем так, и не оплетать, а обвязывать будем донышко. Беру свою рафию, иду вот в эту боковую ячейку, да, оставляю небольшой хвостик и вытягиваю рафию. Я буду делать шаги в 5 клеточек, то есть у меня узор такой будет состоять из 5 клеточек, причем как бы в следующем ряду немножко в шахматном порядке. То есть сейчас все объясню. Первая клеточка, вторая, третья, четвертая, пятая. То есть мы вытягиваем нашу рафию вот так вот, чтобы она входила в нашу раз, два, три, 4, 5, в нашу пятую клеточку. Вытягиваем и провязываем. Далее снова вытягиваем. Считаем раз, два, три, 4, 5. То есть вытянули, чтобы она у нас вот таким вот образом ложилась в пятую клеточку и провязали. Снова вытягиваем. 3, 4, 5. Считаем клеточки. Вот у нас пятая. Провязываем.
раз, два, три, четыре, пять. Вот наша 5-я клеточка. Провязали. В конце остается меньше клеточек, поэтому провязываем, получается, вот в самую крайнюю. То есть мы будем делать полосами. Переходим на следующий ряд. В следующем ряду клеточка у нас самая крайняя вот здесь. Перешли, разворачиваем. И смотрите, мы находим середину. То есть у нас вот эти вывязанные петли не будут ложиться один на одну, а будут как бы в шахматном порядке. То есть, ну вот здесь середину, здесь у нас только было 4 клеточки задействованы, поэтому здесь берем просто приблизительно. А уже далее мы раз, два, три, четыре, пять. Уже далее мы ищем середину из тех 5 клеток. То есть вот 5 клеток были задействованы. Раз, два, три, четыре, 5. И в третью идем. Вот так вот. Угу. Петельку здесь вытянуть подлиннее, чтобы она как раз хорошо легла. Так, вот в эту клеточку она должна хорошо лечь. Вот. Вот таким образом. Снова вытягиваем. Раз, так и считаем. Раз, два, три, четыре, пять. В 5-ю клеточку. Ну и вот таким образом стежки, они не ложатся один на один, да, а они как бы, смотрите, они вот заканчивается стежок посередине предыдущего. То есть вот в таком как бы в шахматном порядке. Раз, два, три, четыре, 5. Я буду заполнять один раз вот этих петелек в клеточку. Если вам кажется, что у вас видна канва, то есть она у меня по логике немножко совсем будет видна, то вы можете в одну клеточку делать 2 раза стежки. Не так, как я сразу перешла в другую, а в одной 2 раза сделать стежки в шахматном порядке. Можно и так, но мне нравится наоборот. Вот это вот такие грубые петли. 3, 4, 5. Грубые, большие, вытянутые петли. Здесь есть своя изюминка. 3, 4, 5. Переходим на следующий ряд. В эту клеточку перейду. И то же самое. То есть нам надо теперь остановиться по серединке. Нам надо остановиться. Так, по серединке. Раз, два, три. Вот здесь вот, сюда, да? Вытягиваем. Вот такая петля. И теперь уже считаем. Раз, два, три, четыре, 5. 5-я клеточка. Дальше считаем. Раз, два, три, четыре, 5. Хорошо вытягиваем петлю. Вот они получаются такие длинные, грубоватые, красивые петли. Раз, два, три, четыре, 5. Если показалось, что петля очень болтается, немножко стянули ее. Вот, делали более такой плотной. Раз, два, три, четыре, 5. Ну и в конце уже как у вас получается. То есть вот у меня здесь, опять же, здесь не очень вытянутая петля. Здесь остается раз, два. Ну, последнюю можно не брать. Мы ее будем заполнять, когда скреплять донышко с основной деталью. Так, переходим на следующий ряд.
вот таким вот образом. Вытягиваем петлю. И далее следуем. Смотрите, сначала вот эту маленькую петлю мы заполним. Я вот здесь. Потом раз, два, три, четыре, пять. Да, как раз посередине. Так, раз, два, три, четыре, пять. Вот здесь. Вытянула. Раз, два, три, четыре, пять. Как раз она получается посерединке. Раз, два, три, четыре, пять. Смотрите, рафия, она такая, в принципе, ее можно делать пошире, вот эти наши. Смотрите, она, по сути, вообще широкая. То есть я ее не распускаю при вязании, да. Но если вы хотите, чтобы у вас петелька вообще была пышная, вы ее можете вот таким вот образом распушить. Тогда петельки у вас будут более широкими. Канвы вообще не будет видно. И вот так вот по петельным мы заполняем все наше донышко. Когда заполним донышко, я покажу, как соединить дно с основной деталью. Так, еще немножко покажу. Вот, смотрите, переходим на новый ряд. И вот здесь у вас была такая небольшая петля, она не на 5 клеточек, а на 3. То есть здесь просто по вашему усмотрению. Ну вот я иду через одну клеточку, вытягиваю, а уже где у меня идут большие петли на 5 клеток, да, я иду уже раз, вот на 5 клеток она, раз, два, три, четыре, пять, вот в серединку, чтобы дальше они у меня были вот в таком шахматном порядке. Вот так, раз, два, три, четыре, пять. Вытягиваем ниточку, рафию нашу, и вот такие длинные петли здесь. То есть по краям может быть как угодно, понятно, у вас там не будет получаться по 5 клеточек, а основное центральное полотно, оно все по 5, и чтобы посерединке оно вот так вот выглядело в шахматном порядке. Оплетайте донышко, я уже покажу, как соединить основную деталь с донышком. Итак, вот у меня остается 2 последние клеточки, полностью оплела донышко, обрезала свою рафию и в последнюю клеточку вот так вот вытягиваем рафию и ее где-то рядышком продеваем на изнанку. Вот здесь можно. Все, а здесь уже ее можно заправить. Можно, в принципе, иголочкой, чтобы нигде ничего не порвать. Да, оставьте такой хвостик, чтобы иголочка у вас вошла. И вот. Вот таким образом. И в обратном направлении. Все, и обрежете эту рафию. Итак, когда у нас готово донышко, мы его оплели, мы присоединим сейчас донышко к основной детали и потом будем оплетать всю сумочку. Смотрите, как я это делаю. Беру небольшой отрез, я его немного так распушила, чтобы, ну, то есть здесь мы уже будем хорошо закрывать клеточки, чтобы не было видно канвы. И вот лицо, вот здесь у меня лицо. И где первые вот эти мои пометки, где маркеры мои светлые, да, я беру иголочку именно в эту ячейку. Вот один маркер, второй. Вот беру вот этот крайний. И соединяю
на этой стороне тоже, где у меня вот этот маркер крайний. В принципе, вот эту рафию можно уже снять, она нам не нужна, чтобы она нам не мешала. Мы здесь завязываем узелок. Я буду соединять, скажем так, 4 частями. То есть я вот сейчас 1/4 соединю вот так вот сюда, потом вторую часть, третью и четвертую. Я так потому что я уже так пробовала, рассчитала, так все получается идеально красиво. Все, вот эта рафия нам не нужна, можно обрезать. Итак, на данном этапе соединяем клеточка к клеточке. Я еще сделаю один стежок сюда же, где вот у меня первый стежок и узелок. Смотрите аккуратно, чтобы не порвать рафию на дне. Хвостики тоже можете сейчас прятать. И вот так вот клеточка к клеточке. Вот следующая клеточка. Можно делать по 2 стежка по желанию, чтобы были заполнены все клеточки. Здесь аккуратно. Итак, смотрите, у нас вот эта рафия, вот светлая, вот она должна быть на этом уровне. То есть где место соединения. Мы и вот эту клеточку, и вот эту будем присоединять вот к этому месту. То есть сейчас, так как мы только 1/4 делаем, то идем до этой клеточки, чтобы ее присоединить в это место, где у нас помечено светлой рафией. Да? Пока все у нас клеточка к клеточке. Смотрите, только не порвите. По желанию можно было соединять изначально, когда донышко было не оплетено. Но мне так удобнее просто его было оплести. Вы же смотрите сами, как вам лучше, как вам удобно. Я для надежности в основном по 2 стежка делаю, чтобы рафии совсем не было видно. Так, здесь вот.
Так вот можно согнуть и, в принципе, далее продолжить. Тут еще. Давайте еще оплетем. И вот эта последняя клеточка входит туда, где у нас помечена рафия. Все, вот эту 1/4 мы сделали. По такому же принципу я соединяю все остальные детали. Все, здесь я сейчас сделаю узелок, хвостики потом мы спрячем. Можно еще раз узелок. Все. 1/4 у меня готова. То же самое я сейчас начинаю делать с этой стороны. Опять же, рафию развязала. Сначала левая крайняя, с левой крайней и иду в эту сторону. И там, где у меня вот здесь помечена рафия, да, последняя клеточка, вот это, она будет приходиться тоже на эту клеточку, как и вот эта крайняя клеточка. И по такому же принципу, начиная отсюда и отсюда, я делаю и все остальное донышко. Покажу уже готовый результат. Итак, смотрите, я присоединила донышко. Вот как показать. Вот оно так идеально сюда село. Ну все, теперь остается дело за малым. Это просто, ну как за малым, оплести полностью всю сумочку. Но зато она уже у нас хорошо вот так вот. Канва соединена. И еще такой нюанс. Если вы хотите шить подкладку, то до момента соединения вот эти детали отснять с припусками на ткань, плюс готовое донышко. Так будет намного удобнее. А теперь берем крючок и по логике начну вот с этого места, да, вот оно выступает, а дальше уже перейду, где идет по ровным гладким линиям. То есть вот в этом месте начинаю. Так как обычно, как и на донышке, делаю по такому же принципу. Делаю стежки на 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Вытягиваем до такой длины. Ой, конечно, не очень удобно держать. Так, 1, 2, 3, 4, 5. И здесь мы вытянем нашу рафию и просто так.
Здесь можно не на 5 клеточек, а вот просто вот только вытянули, да, я вот здесь во вторую клеточку зайду. Вытянули рафию. И здесь я зайду во вторую клеточку вот таким вот образом. И дальше снова считаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда. Так, здесь мы идем раз, два, три, четыре, пять, как раз в пятую. Хорошо, вытянули. Так, эти хвостики потом уже спрячем. Так, смотрите. Аккуратно перехожу на ровную клетку. Ну, допустим, в любом месте я могу это сделать. Либо в третью, это как бы середина вязания. И здесь опять же продолжаю. То есть делая стежки уже по прямой. Раз, два, три, четыре, пять. Здесь я делаю их по прямой. И вот не очень удобно вам показывать. Вот сейчас я по этой прямой. Здесь у меня останется небольшое расстояние. Его можно будет просто отрезать небольшой отрез рафии, да, и заделать уже в конце. Ну, либо сейчас, как хотите. А сейчас я вот все время по этой прямой иду. Здесь, вот здесь, доходя до этого момента, когда я перешла на эту линию. Встречаемся с вами вот здесь, покажу дальше, как оплетать. Итак, дошла я до момента, когда переходила на прямую линию, вот такой маленький стежок, да, и сейчас я опять же делаю небольшой стежок, только лишь от того, чтобы мне потом перейти на новый ряд и оказаться как раз посередине большой петли, то есть в третьей клеточке. Все, иду вот так вот наискосок, опять на прямую линию, и чтобы делать вот эти петли в шахматном порядке. Все, теперь я их вытягиваю, и они у меня ложатся как раз по середине длинной петли предыдущего ряда. И опять же по прямой и по такому принципу начнем новый ряд. Когда оплетаю вот здесь. Вот здесь, в принципе, можно не соблюдать вот эти 5 клеточек, а делать стежки более короткими. Вот, доходите сюда, да, смотрите, можно прям вот сюда дойти, сделать короткий стежок и дальше продолжить, опять же, чтобы у вас было в шахматном порядке. Вот эта часть у меня пока не заполнилась, я ее заполню вообще в конце вязания. По такому же принципу, как я начинала вот эту, вот здесь заполнять. Так, смотрите, опять дошла до того момента, где мы будем переходить на новый ряд. И здесь, в принципе, ну, можете приблизительно уже ориентироваться. Вот сделаю клеточку, раз, два, три, сделаю стежок на 4 клеточки, чтобы потом, чтобы вот здесь выше как раз выйти на серединку. Вот у нас раз, два, три. Выхожу на эту клеточку. И теперь выхожу уже сразу на этот новый ряд. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так. Чтобы далее опять продолжить ряд и чтобы петли были у нас в шахматном порядке. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше уже они попроще плетутся, чем с самого начала. И получается вот снова наши петельки, они ложатся в шахматном порядке.
Раз, два, три, четыре, пять. Три, четыре, пять. Вот таким вот образом уже красиво заполняются клеточки. Вот здесь, как я и говорила, то есть я дохожу до места соединения и делаю стежки более короткими. И дальше продолжаю опять снова в шахматном порядке, чтобы оно у меня шло. То же самое и здесь, где у меня место соединения. Итак, продолжаем каждый ряд оплетать по такому принципу, как я рассказала. Смотрите, вот снова у нас переход на новый ряд. То есть мы закончили очередной, да, и сразу вот вытягиваем петлю и идем в третью клеточку. Вот отсюда, например, я буду считать раз, два, три. Только уже другого ряда. Вот такой вот он плавный и совсем незаметный. Вытягиваем эту петельку чуть побольше, чтобы она до этой клеточки дотянулась, вот, без проблем. Вот, и идем уже в клеточку на новом ряду. Смотрите, все, плавный переход незаметный. Раз, два, три, так, раз, два, три, четыре, пять. И снова продолжаем заполнять клеточки уже снова нового ряда. Вот здесь вот у нас немножко переход, который совсем не виден, потому что он абсолютно плавный. Красиво заполняется канва. Здесь я даже хвостики заодно уже прячу. Вот, заполняем в таком же темпе и далее. Смотрите, в углах стараюсь, вот здесь в уголках, делать короткие стежки. И дальше уже потом подстраиваюсь далее. То есть делала короткий, и тут делаю второй короткий, чтобы потом выйти уже на длинные, как раз посерединке. Раз, два, три, четыре, пять. Остальное уже посередине будет. То есть здесь, когда они короткие, как бы красивее заполняется вот это вот место перехода, вот эта сторона. То есть здесь не делайте таких длинных по 5 клеточек, делайте более короткие. И потом уже подгоняйте, да. То есть вот я после короткой сделала снова короткую, чтобы дальше выйти на свой шаг. Итак, мне осталось совсем чуть-чуть. Еще такой нюанс уточню, что переход на другой ряд, вот тут у меня немножко оно видно, мы делали, доходили, и вот так вот потихонечку, как бы наискосок, у нас делались переходы. И в итоге у меня этот переход, он ушел в эту сторону. И уже вот где-то отсюда я делаю мелкими стежками переходы именно возле самого места соединения. То есть вот я сейчас дойду, я покажу, как это. Он потихонечку переходил. Раз, два, так, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Вот у меня видно здесь переход как раз на новый ряд. То есть я вот здесь заканчиваю этот ряд и делаю переход прямо вот у места соединения. То есть вот так один стежок на новый ряд. И, как и говорила, маленькими стежками маленькими стежками прохожусь именно в месте соединения, а дальше уже продолжаю. Все, мне тут совсем чуть-чуть остается оплести. То есть, видите, место соединения у меня, они совсем короткие стежки. И дальше уже подстраиваюсь под рисунок. Сейчас доплету до вот этих скосов. Покажу вам. То есть скосы-то мы будем просто возвращаться туда, обратно. И отдельной нитью по этой стороне проходиться. Итак, смотрите, когда по прямой у нас заполнены все клеточки, то есть вот у меня последняя полоса ровная, которая, да, остались только вот эти, которые не одинаковые. Дохожу до места, я вам показывала, что в углу я делала переход.
То есть у меня здесь остается раз, два, три, четыре. Давайте даже в 6-ю клеточку, чтобы здесь не было никаких пропусков. У вас может быть немножко по-другому. Здесь не важно. Главное, все ровные полосы заполнить. И потом мы сейчас вот так вот поворотными рядами заполним вот эти 4 полосы. То есть мы разворачиваемся и заполняем вот таким вот образом. Двигаемся в обратном направлении. Опять же в шахматном порядке. То есть раз, два, три, третья клеточка посерединке. Двигаемся в эту сторону. Заполняя по такому же принципу. Не очень удобно уже показывать, так как шопер он большой. Вот, двигаемся в этом направлении. Потом развернулись, заполняем вот эту вторую полосу, третью и четвертую. Обрываем нить и переходим на эту сторону и заполняем точно так же поворотными рядами. Да, и не забываем, мы еще оставляли, я еще не заполнила, то есть вот эту вот маленькую деталь. Потому что начинала отсюда и останется мне вот здесь немножко. Итак, я прошла пока только один ряд в обратном направлении. Смотрите, следующая полоса у нас немножко дальше. То есть мы просто в эти клеточки, в которые мы уже проходили, да, вот в эти мелкие клеточки, можно короткими стежками. Давайте здесь большой не будем тоже делать. Короткими стежками мы тоже двигаемся вот на эту вторую полосу. Так, сюда не проходит. Тогда сделаем здесь. Так, и теперь в третьей клеточке посерединке, чтобы было в шахматном порядке. Узор был так, как мы делали. Все, далее заполняем точно так же. И точно так же сделайте переход, когда вы развернетесь. Вот идем здесь. Здесь, смотрите, тоже клеточки начинаются чуть-чуть дальше. Поэтому развернемся и дважды попадая в одну и ту же клеточку, чтобы перейти на новый ряд. Точно так, как я сделала вот здесь. Итак, смотрите, все, я уже обрезала рафию. Вот у меня последняя клеточка. Вот так вытягиваем и выводим на изнанку. Где уже на изнанке можно иголочкой, можно крючком вот так вот заправить туда-сюда между этими полосочками. Все, смотрите, как выглядит одна сторона. Доделываем то же самое поворотными рядами, как я вам показывала, на противоположной стороне. А я еще доделаю вот это, то, что у меня не закрыто именно здесь, возле донышка. Итак, вытянули петлю, на изнанке оставила такой достаточно немаленький хвостик, его тоже надо будет заправить. И дозаполняю вот то, что у меня осталось. Опять же, соблюдая принцип, вот чтобы они у меня, вот эти петли, были расположены в шахматном порядке. Все, заполняю так, чтобы не было видно канвы. Ну, в принципе, пока идет одна полоса, вот здесь вот можете еще по второму кругу. То есть вот сюда заполнили, и здесь вот этот маленький кусочек вернулись поворотными рядами и спрятали на изнанке хвостики. Итак,
На донышко не забываем прикручивать пукли. Для чего удобно? Потому что донышко у нас все-таки из рафии. И удобнее, когда сумочка все-таки становится на ножке. Прикручиваются они очень легко. У них вот такой винтовой механизм. У меня вот такая отвертка. Ну, в принципе, рукой тоже хорошо прикручивается. То есть пукля устанавливается в нужном месте. И изнутри находит наш гвоздик, да, и просто прокручиваем. То есть гвоздик довольно-таки высокий, он сюда выходит хорошо. Мне просто неудобно показывать, уже сумочка очень большая, поэтому я сейчас просто, когда установлю, покажу вам. То есть вот в этом месте и вот здесь две пукли. Удобно все-таки, когда где-то она будет стоять на ножках. Хорошо, что они есть в комплекте. Итак, смотрите, как донышко выглядит с пуклями, да, то есть устанавливаться, когда мы будем наш шопер ставить, они будут на вот эти ножки, что очень удобно. И смотрите, и красиво смотрится. Вот изнутри, да, как у меня смотрится. Но у меня еще будет подкладка. Я вам говорила, до того момента, как сшивать, можно было выкроить подкладку. Итак, еще край изделия. Смотрите, можно будет начать с самого края, самого уголочка. Я просто взяла обычный небольшой обрез нити. Вы же берите нить, не нить рафию, подлиннее. И вот так вот, чтобы у нас по краям не была видна канва. Если вам клеточки не хватает, заходите ниже, на клеточку ниже, да, и просто оплетаете край. Хвостик заодно можно спрятать. Вот, чтобы у нас с самого края не была видна канва. Вот так вот в каждую клеточку. Все, я просто показала. Вот так вот стежками каждая клеточка. Если клеточка не раскрыта полностью, то идем на ступеньку ниже, то есть в нижнюю клеточку, чтобы не было вот такого, да, то есть здесь канва уже будет полностью заполнена. И перейдем тогда уже к ручкам. Итак, смотрите, я плела вот эту окантовку и уже приделала одну ручку. Вот таким образом у меня получилось, по-моему, очень даже ничего. Как я делала? Находим серединку. Нашла серединку. Если мерить сантиметрами, у меня получается 20 с половиной сантиметра середина, да. Просто берем нашу ручку. Ну, я решила, что вот эту часть будет удобнее, конечно, приделать к самой основе, чтобы ручка была такая рифленая. Вот таким образом, да, по серединке устанавливаем. И беру такие небольшие кусочки рафии, чтобы просто сделать как бы закрепки. Вот так. И иголочкой продеваем с этой стороны. И с изнанки просто вот завязываем на узелок. Эти закрепки я убирать не буду. Я просто, когда буду оплетать ручки, они так и останутся. Хвостики я уберу. То же самое делаем и вот с этой стороны. То есть нам надо как-то зафиксировать, чтобы ручки стояли ровно, чтобы иголочкой просто дальше просто оплетать. Итак, сделали закрепы. Один, второй. Все, берем отрез рафии, иголочку. Здесь я беру иголку чуть потоньше, потому что все-таки здесь удобнее иголочкой потоньше это все делать. И смотрите, рядом с ручками находите ячейку, так, чтобы вы, эта ячейка, знаете, чтобы вы не рвали рафию с изнаночной стороны. Все, и просто стежками
присоединяем ручку. Видите, как хорошо? Она не двигается дальше, потому что здесь она рифленая. И, ну, я делала так, чтобы, видите, у меня частота, то есть много было. То есть я пришила так, что ручки у меня практически не видно. По желанию вы можете ручку присоединить вообще. То есть вот здесь закрепить и здесь в нескольких местах. Можно и так сделать. Мне, наверное, все-таки больше нравится, когда она полностью пришита. Расправляйте рафию, чтобы она заполняла большую часть ручки. И вот так вот близко к ручке ищем, где у нас есть свободное место на самой сумочке, на конве. И стежками присоединяем. Итак, моя сумочка готова. Пришивную кнопочку пока не буду делать, похожу с ней так. Но она в комплекте была, я вам об этом говорила. Вот такая пришивная кнопочка. Цвет вот этих вот золотых пуклей. Смотрите, подкладку пришила. Это у меня такой белорусский лен. Сделала кармашек. Очень красиво сочетаются цвета. Вес такой сумочки 350 грамм. Она совсем невесомая. Сейчас скажу размеры. Так, вот где самая широкая часть. У нас получается 40 сантиметров. Высота у нас так 27 сантиметров без ручек, вместе с ручками 34 сантиметра. И самое интересное, рафии у нас понадобилось меньше одного моточка. Вот еще все, что осталось от моточка. Вот такая получилась сумочка. В принципе, совсем не сложно ее делать. Здесь не надо каких-то особых навыков, потому что здесь не надо уметь особо вязать, потому что мы просто крючком протягиваем петли. И с такой сумочкой справится даже новичок. Я уверена, потому что я в видео подробно рассказала, что, как делать, как сшивать детали. Итак, если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем пока-пока и всего хорошего.